Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на февраль для знака зодиака Скорпион. Давайте посмотрим, что вас ожидает в феврале, Скорпионы, какие ветры будут дуть внутри вас, вокруг вас в феврале. Знак зодиака Скорпион. У нас будет расклад на Таро, советы от оракулов, маятник, и затем будет расклад на Таро Акаши для тех, кто интересуется. Скорпионы, февраль. Дом, семья. Что у вас будет происходить? Сфера чувств, отношений, эмоций. Работа, карьера, бизнес, профессиональная сфера. Финансы. Сфера образования, развлечений, поездок, перемещений, хобби. Очень похоже, у кого-то практически такой же расклад был. Сейчас уже не вспомню. Так, и совет, предупреждение от Таро. В вашем доме, семье здесь какие-то перемены. Колесо фортуны. Вообще это карта удачи, везения. Также карта может говорить, что вы неожиданно получите, например, какие-то деньги. Или судьба повернется к вам, наконец-то, своей лучшей стороной. Но все-таки колесо фортуны у нас карта нестабильная. Если, например, у вас отношения сложные с кем-то в доме, в семье, как правило, это отношения кармические. Давайте посмотрим, перемены-то к лучшему или к худшему. Очень много мечей у вас здесь, но это, опять же, ваши могут быть страхи. Рыцарь Пентаклей. Скорее всего, к лучшему. Здесь, может быть, знаете, кто-то удачно найдет работу, потому что здесь вот что-то с деньгами и с работой. Но для этого, может быть, человеку нужно будет куда-то уехать. Или здесь удачный шанс заработать что-то, получить какую-то премию. Или удачный заказ. Но, естественно, он повлияет на ваш дом, на безопасность финансовую в вашем доме. Кто-то, может быть, приобретет очень удачно машину или какую-то недвижимость. Но по рыцарю, скорее всего, туда еще придется вкладываться. Вообще рыцарь Пентаклей очень стабильная карта. Скорее всего, колесо фортуны переворачивается. И вы обретаете в доме, в семье какую-то хорошую, скорее всего, финансовую стабильность. Так, сейчас еще одну карту. Да, но стабильность вы обретаете и постарайтесь эту стабильность сохранить. Вот здесь вот нужно очень бережно относиться с деньгами. Не тратить направо-налево, а сохранить. Тут у нас еще в отношениях пятерка. Тут, знаете, еще вот нехватка финансов могла влиять на ваше самочувствие эмоциональное. Тут денег нет, и страхи, переживания. Но здесь карта говорит, что в феврале все стабилизируется. Так, давайте посмотрим тогда сферу чувств, эмоций. Если это отношения, может быть кризис, или может быть вот именно финансовые трудности влияют на ваши отношения. Так, давайте посмотрим пятерку пентаклей. Одни пентакли, надо же. Так, пятерка пентаклей через башню в семерку пентаклей. Неожиданно беременность у кого-то. Вы зациклены на материальной стороне жизни. Может быть, расслабились. Кто-то неожиданно узнает о беременности. Но еще, опять же, пентакли и по росту, да, все-таки идет из пятерки в семерку. Вот, знаете, у кого-то может быть реально приобретение недвижимости, удачное приобретение недвижимости. Может быть, человек куда-то уезжает, сбрасывает там, и вы купите по хорошей цене. Это вкладываться в свой дом. Но тогда семерка говорит, что в эту недвижимость, да, нужно будет что-то там еще, ремонт, может быть, какая-то переделка, или оформление затянется, вот что-то нужно будет подождать. У кого сложности в любви,
Башня может говорить о желании разрушить эти отношения. А вам говорят, не спешите, работайте над ними. Например, человек обещал пожениться, нужно ждать. Не давите на человека, не выставляйте какие-то ультиматумы. Он должен, вот по семерке пентаклей, он должен созреть сам. Иначе это может привести, человек подумает, что вы давите, и это может привести к разрыву отношений. Вот восьмерка — это уверенный, но, может быть, немного медленный рост развития в вашей любви, в ваших отношениях. То есть пятерка тут какой-то кризис, потом идет башня, вот что-то произойдет. Семерка, и в совет ложится восьмерка. То есть это уже более стабильные отношения, которые могут привести к браку. Но вот здесь не надо торопиться. Работа. Семерка мечей. То ли здесь вам нужно проявить креативность, ловкость, может быть, пойти на хитрость, может быть, занять какое-то место или должность получить, о которой вы мечтали. Или вы столкнетесь с обманом, предательством, или, может быть, какой-то заказ вы выполните, вас могут обмануть. Или еще карта говорит, что на работе вот кто-то пытается вас подсидеть. Ну, вообще у нас семерка — это происки врагов, завистников, конкурентов. То знаете, вот в совет ложится восьмерка, да, вот семерка — это, ну, очень тяжело работать в таком коллективе. Это, знаете, как вот клубок змей. Каждый старается кого-то уколоть, что-то наговорить. А может быть, вот в совет восьмерка говорит, то ли искать другую работу, то ли, может быть, начинать что-то свое. Потому что это карта подмастерья. Может быть, вы что-то умеете делать руками, ну и подумайте, вот, надо что-то тут закончить. Тут девятка, десятка. Давайте мы эту семерку уточним. А кто-то будет проявлять креативность для начала творческого проекта. Угу. Тут еще по семерке, может быть, уже кто-то таким же бизнесом занимается, но вот здесь вам нужно проявить ловкость, может быть, какую-то рекламу, чтобы себя показать. Но императрица — это что-то творческое. Тут еще карты говорят, если вы хотите выделиться на фоне других, может быть, еще нужно получать какие-то знания, оттачивать мастерство. То есть, может быть, это еще не так быстро все будет. Но в любом случае начинайте. Финансы, девятка мечей, тут какие-то страхи, переживания. Может быть, кто-то вот здесь взял ипотеку или какой-то кредит и не знает, чем его выплачивать. На работе вот только что-то только начинает развиваться. Так что вам совет здесь посмотреть, с чего переживаете. Да вам помогут, шестерка пентаклей. Решите вы этот вопрос, вам помогут. Вот колесо фортуны говорит, что какая-то сумма денег на вас свалится. Но это, как правило, это деньги, на которые мы не рассчитывали. Или все-таки, если тяжелое положение, кому-то обратитесь, вас обязательно поддержат. Ну, может быть, если вы люди молодые, может быть, родители. Поэтому помощь будет. Ну, насчет развлечений, поездок нет, десятка мечей, скорее всего, от этих планов вы откажетесь. У вас какие-то другие здесь приоритеты, может быть, что-то связано с вашей недвижимостью, отношениями, работой. Поэтому сейчас пока вы от всего этого отказываетесь. Ну, а если вы куда-то поехать собирались, то, скорее всего, не в феврале. Совет восьмерка, ну, над отношениями нужно работать, в них вкладываться, как и в бизнес, в работу, в свое обучение, в развитие. Но в любом случае это карта развития, роста и продвижения. Хорошо, давайте получим для вас советы. Скорпионы, февраль, совет от оракула Королевы Луны. Self-reflection — это самоотражение. Ну, карта вам советует, будьте любопытны относительно своей сущности. Обратитесь внутрь себя, чтобы спокойно осознать, кто вы есть, чего вы хотите. И чем больше вы знаете о себе, тем лучше сумеете управлять собой. Ну и сейчас будьте открыты для новых путей в вашей жизни.
Так, и совет еще у нас от оракула. Магические врата, Скорпион, февраль. Давайте получим совет. Мой внутренний свет, да? Мой свет озаряет мир. Сейчас я вам зачитаю быстренько. Свечение внутри вас расширяется. Оно несет людям свет и озаряет тьму. Ваш свет – это священный маяк, притягивающий к вам все изобилие и поддержку Вселенной. Хорошо, давайте посмотрим маятник. Что нам ответит на ваш вопрос, да или нет? Маятник, ответь, пожалуйста, Скорпионам на их запрос да или нет на февраль. Ну, пока ответ нет. Может быть, позже. Хорошо. Еще у нас с вами расклад на Таро Акаши. Давайте получим информацию из хроник Акаши для вас. Скорпионы, февраль. Какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в феврале? Энергии, с которой вы войдете в февраль из января. Что вас ждет в феврале? Первая декада, вторая декада, третья декада. И энергия, с которой вы выйдете из февраля в март. Энергия, с которой вы входите из января в февраль, здесь ложится 18-й старший аркан. Карта называется Up in the Air, в воздухе, но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, мужчина и женщина стоят на земле, у них над головой висит воздушный шар, и в корзине этого шара что-то находится, а что им земли не видно. То есть в вашей жизни была какая-то ситуация важная для вас, и аспекты этой ситуации были от вас скрыты. Когда карта переворачивается, то шар опускается, и она говорит, что вот эта ситуация, которая долго висела в воздухе, наконец-то спустилась на землю. Да, все еще могут быть некоторые неизвестные элементы, но сейчас вы уже можете интуитивно и воочию увидеть все гораздо более ясно. Но более того, вы уже как-то можете повлиять на эту ситуацию и на основе этого понимания предпринять какие-то действия. Первая декада февраля. Здесь у вас ложится шестерка свитков. Карта называется The Sands of Time, пески времени. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит мужчина, он уже засучил рукава, у него очень много свитков. Это планы, проекты, направления, это какие-то действия. Но у него перед ним стоят песочные часы, и песок уже практически заканчивает сыпаться, и там уже солнце садится за горизонт. То есть карта говорит, что в каких-то вопросах время имеет очень существенное значение, и нужно поспешить. Но так как карта у вас ложится перевернутая, она говорит, что у вас, скорее всего, есть больше времени, и вам не нужно спешить. То есть, когда она переворачивается, то часы наполнены, и солнце только-только встает на горизонте. То есть, какая-то ближайшая задача, проект или дело может потребовать большего изучения, исследования, обдумывания, ну и, естественно, выполнения. То есть, она может занять все время, которое вам необходимо. Но также вам может предоставиться возможность дальше продолжить исследование этого вопроса, или, может быть, связаться с другими людьми, кто может вам помочь. Поэтому карта говорит, в каком-то вопросе вам не стоит спешить, у вас больше времени, чем вы думаете. Вот эти две карты очень сообщений много о детях именно. Ну, вот у кого-то из скорпионов, очевидно, вопросы с детьми возникнут.
Во вторую декаду февраля ложится четвертый старший аркан. Ну, он переводится как рождение, жизнь или начало. Мы видим, что стоит женщина, и к ней навстречу бегут дети. Вообще, это время для новых начинаний. Какой-то один старый этап у вас заканчивается, начинается новый. Но даже это новое начало имеет свои корни в вашем прошлом. Оно может быть связано с вашей тяжелой работой над чем-то, и сейчас вы начнете получать плоды тех усилий. Для кого-то эта карта может показывать материнство, беременность или сбор урожая от того, над чем вы трудились. Также вас может ждать новая энергия романа, семьи или дома, или создание нового проекта. Ну, что бы это ни было, приготовьтесь к великолепному росту, развитию и возможностям, которые приходят в вашу жизнь. Третья декада февраля ложится пятерка роз. Карта называется The Garden. The Garden — это сад. Она у вас прямая, и мы видим, что дети играют в саду. То есть карта говорит, если дети еще не являются частью вашей жизни, то они у вас на пороге. Но также эта карта может указывать, что ваш ребенок или ваши дети, даже если они взрослые, могут потребовать от вас больше внимания. У них могут возникнуть собственные какие-то заботы, проблемы. Но возможности для улучшения обязательно появятся. Здесь также может быть реальный шанс или польза для одного из ваших детей, который в последнее время прикладывал много усилий. То есть для него или для нее появится какое-то очень выгодное время. Но карта говорит, если у ваших детей возникнут трудности, то не вмешивайтесь, тем более если дети взрослые. Они эти вопросы должны решить сами, а так как карта прямая, то возможности для решения этих трудностей у них появятся. И энергия, с которой вы выходите, здесь у вас ложится двойка роз, карта называется «Крылатые посланники», она у вас прямая. Мы видим, что стоит круглый стол, круглый стол у нас стол переговоров. Да, одна чашка разбита, и у одного стула сломана ножка, и все это происходит на фоне дома. Карта может указывать на небольшой конфликт в вашем доме или в вашей семье. Это может касаться вас или кого-то другого из вашей большой семьи. Здесь могут возникнуть денежные вопросы относительно дома, наследства или личных финансов. Вот этот голубь-мир, который летает над столом, говорит вам посмотреть вот на эту маленькую драму через ваш высший разум и сострадательное сердце. Да, вы можете здесь почувствовать себя быть вынужденным миротворцем или проводником в этой ситуации. Но постарайтесь действовать так, как подсказывает вам ваша душа. То есть увидите ясно все, что здесь происходит, и карта говорит, что у вас получится успешно разобраться вот с этим конфликтом. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.